Отлично. Я вообще, надо сказать, что все эти главы я всегда читал с каким-то немеренным восхищением. Вы знаете, вот я вот начинаю читать, и меня начинает переполнять восхищение, причем, ну, там разные вещи обсуждаются, да, а вот именно такая системность, связанная с тем, что вот здесь, ну, это обустройство нового мира, да, и как это вот все делается, с одной стороны, я говорю, меня переполняет восхищение, и, конечно же, ну вот, как бы сказать, грустно, что Моисей, вот он все это заповедовал, так сказать, принес нам все эти послания, но все это не увидит. Вот, значит, ну, здесь, в этой главе, ну вот первое, например, это союз, да. Помните, вот говорит союз с теми, кто здесь, и с теми, кого нет. То есть вот это распространяется на всех, и даже на тех, кого нет. И вот, вторая вещь — это, собственно, пасуки 29, это 15-27, глава 29, 15-27. Это кумиры. Вот, все эти главы пронизаны вот этим одним и тем же напоминанием о кумирах, о том, что не сотвори себе. И здесь даже, смотрите, подчеркивается: из дерева, камня, серебра, золота, неважно, да. И я вот, говорю, насколько это правильно, понимаете? М, Создано новое фактически, миропонимание, да. И риски, что люди вот, как уже один раз было с этим самым тельцом, и не один раз было, значит, могут увлечься и уйти в сторону, они очень велики все-таки. И вот это вот напоминание все время, что не сотвори, не делай идолов, не сотвори кумира и так далее, оно здесь, конечно же, абсолютно оправдано. То есть и вот, это тоже, значит, великая, вещь, понимаете. И вот здесь у меня есть один пункт, который я хотел как раз сказать. Смотрите, он не комментируется. Я так посмотрел. Значит, сейчас я найду его. Я хочу его зачитать, потому что он тоже. Я говорю, у меня вот все это вызывает абсолютно. Какой пасук? Сейчас, это Нет. пасук 28, значит, сейчас, одну секунду, я перелистнул уже. Здесь дело в том, что эти, странички, они настолько тонкие. Мгм. Так, щас. 28 это сокрытое Богу. Вот, сокрытые, совершенно верно. Щас, вот. Вот, да, вот оно. Сокрытое Господу Богу нашему, открытое же нам и детям нашим навечно, чтобы исполнить все предписания учения этого. И вот здесь я это трактую таким образом. Это еще давно, это не сейчас. М. Я просто вчера, когда перечитывал, ну, не вчера, еще до этого перечитал, я вспомнил это. Вот что есть сокрытое? Здесь почему-то вот я посмотрел несколько комментариев на английском, на русском. А вот мое понимание здесь такое, понимаете, что могут быть вещи недоступные вам, да, по пониманию, да, кому-то доступны, кому-то нет. Вот этот, кому это недоступно, оно не должно отвращать, так сказать, от Торы, понимаете. Вот сама идея, что я этого не понимаю, а значит, это не для меня, понимаете, и лучше, ну, я так условно говорю, проще пойти сделать какого-нибудь идола и опять ему поклоняться, проще же так жить, правда? Вот это здесь как раз это и отмечено, что не надо, так сказать, отвращаться. Сокрытое оставьте это Господу, оставьте Всевышнему, а все остальное вам. И это сокрытое, оно может быть разным для разных, понимаете, людей. Кто-то поймет, кто-то не поймет, но вот, как бы сказать, знаете, вот хорошая может быть аналогия, там, если человек не очень образованный, читает какую-нибудь очень продвинутую книгу, скажем, по философии, там, математике или чему-то, ну, на 10-й странице он закрывает, говорит, это не для меня, и все.
да? Вот чтобы такого не было. То, что не понимаешь, пройди. Это Господу Всевышнему. Вот, понимаете, чтобы этого не было вот этой реакции такой. И это вот для меня, это вот когда-то я это читал и вот понял, это для меня было очень важно. Я посмотрел, я говорю, вот на русском, на английском эти самые комментарии, но ничего на эту тему не увидел. Вот. Вот, скажем, этот Плаук дает здесь вот этот сокрытый, этот стих не связан с предшествующим, выглядит позднейшей вставкой. Ну, я не знаю, здесь это надо, конечно, слишком глубоко, так сказать, это все копать, чтобы понимать, что это позднейшая вставка или не позднейшая, но все-таки это все знать надо. Но для меня это очень естественная, так сказать, часть текста, что вот все эти заповеди, все эти установления и так далее, и вся книга, она может содержать вещи кому-то непонятные, так вот не надо отвращаться от книги. Это Господу Всевышнему. А все, ну, а если понимаешь, ну, дай Бог здоровья. Вот. Собственно, это был вот такой главный мой комментарий, потому что я говорю, у меня все эти главы, они вызывают просто полное чувство восхищения, понимаете, еще они очень же эмоционально написаны. И вот это эмоции тоже вот такие вот возвышенные, да, это тоже очень поддерживает. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Значит, потому что все остальное, так сказать, все остальное тоже как бы. Мне хочется рассказать иллюстрацию по поводу вашей мысли о том, что знания и возможности человека ограничены, мы чего-то не понимаем, и не понимая, не то чтобы совсем отказываемся, но навешиваем ярлык какой-то и оставляем в сторону. Навешиваем ярлык и оставляем в сторону. Это касается и текстов, это касается и концепций, это касается раввинских постановлений, потому что очень часто кажется, нам кажется, именно в силу нашей ограниченности, в силу того, что мы не глубоко вошли в тему, нам кажется, что это что-то такое, там, грубо говоря, высосанное из пальца, или там, значит, додумано, или еще что-то такое. В общем, мы всячески стараемся избежать того, чтобы сесть, подумать, проникнуть и оценить. Оценить мудрость, которая стоит вот за таким или таким постановлением. Хорошо, если характер такой законопослушный человек просто делает, даже не понимая. А ведь очень много людей находится в таком подростковом бунтарстве. Очень много людей находится в подростковом бунтарстве. И поэтому, так сказать, с плеча, рубят с плеча, исходя из своего опыта, не осознавая, что опыт любого человека очень ограничен. Он ограничен, во-первых, его жизнью. А ведь сколько людей живет рядом, скольким людям приходили другие мысли или были написаны книги целые, а он их просто не читал. Иллюстрация очень смешная. Я достаточно быстро выскочил из подросткового бунтарства. И примерно я не помню, около 30 лет я уже стал очень осторожно выносить суждения и мнения. И вот однажды я был в Вильнюсе и попал на выставку, поскольку я очень люблю живопись, графику и вообще изобразительное искусство, я попал на выставку, с удовольствием как смотрю, и большая часть этого выставочного павильона была посвящена женщине-художнице, о которой было написано, что она очень философская, что она очень вдумчивая, что она очень глубокий человек. И что я вижу? В коридоре рулонная бумага такая, вот как тогда это в компьютерах использовалось, рулоны Xerox, я сейчас не помню уже даже машины, но рулонная бумага,
вот от потолка до пола, и даже на полу лежит там 1,5–2 метра, она вся изрисована, вот если чуть-чуть усложнить крестики-нолики. То есть это решетка, сделана Я сразу даже не понял насчет крестиков-ноликов. Я задумался о более сложных вещах. Нет, решетка, в которую мы вписываем эти крестики-нолики. Ну, в общем, это несколько полосочек вертикальных, пересекаются полосочками горизонтальными. И это, так сказать, несколько метров в коридоре, таких вот рулонов. Одно и то же, углем нарисованное. Причем вот рисуночек небольшой, там 30×30, второй такой же 30×30, третий, четвертый, пятый. Почти одинаковые. Ну, естественно, рука дрожит, поэтому они чуть-чуть ближе полосочки, дальше полосочки. Ну, в общем, я смотрю, и я ничего не понимаю. Что она хотела мне сказать этими полосочками, я ничего не понимаю. Захожу в зал большой, холст, ну, скажем так, стандартный 90×60, холст, он аккуратно бритвой прорезан, опять-таки полосочками сверху вниз и горизонтально в двух местах. То есть вот как две половиночки холста, там вот так прорезано, а сами лоскутики холста переплетены и заклеены так, что не вижу, но там решеточка. И это все покрашено. Это все записано масляной краской разными цветами. Зеленый с фиолетовыми оттенками, коричневый с оранжеватыми и фиолетовыми оттенками. И таких холстов целый зал, ну небольшой, вот метров 100 квадратных, но стоят работы и все одного содержания. Причем я всматриваюсь, я ничего не понимаю. Я читаю, что это, и вдруг такое, а может быть это любовь? Вау. А может быть или усталость, или еще что-то такое, вот какие-то состояния. Ничего не понимаю. Но уже в то время приучил себя насильно не бунтовать, не ставить ярлыки, ощущение, что тебя обманывают, ощущение полное, что тебя обманывают. Человек просто подчеркал и выставляет это для того, чтобы продать. И проходит какое-то время, я, выходя из этой выставки, пообещал себе, что я не буду выносить никакого решения. Должно пройти какое-то время. Пусть это отлежится. Пусть это on ice, как говорят англичане, положи это на лед. Приезжаю домой, и проходит, наверное, месяца 2 или 3. Я пришел с работы уставший, присел на диван. Диван такой низкий, поэтому коленки у меня вот так торчат. И я положил локти на колени и прижал ладони к глазам. И вдруг я увидел, что она мне показывала. В глазах сеточка, клеточки, да причем цветные. Ну, поскольку у нас очень сложное строение глаза, то действительно там есть свои ритмы внутри нашей способности видеть, внутри нашей системы зрительной. Есть сеточка и есть цвета. И тогда я отнял руки, и я понял, она закрывала глаза в разных состояниях души, видела оттенки, а сеточка практически все время, пятнышками, там, кружочками может быть разбавлена, но сеточка. И она фиксировала, она запоминала, какие цвета, в каком настроении у нее внутри ее физиологии отражают ее чувства. И старалась их написать. И я был очень благодарен своему терпению этой женщине, потому что это потом толкнуло меня на всевозможные эксперименты с самим собой, с нашим подсознанием фактически, или точнее с физиологией зрительного восприятия. И все успокоилось, у меня ушло ощущение обиды за то, что меня якобы обманывают, и ощущение стыда
потому что у меня очень рвалось наружу сказать, что это все обман, это все ерунда, да. пальца. Хорошо, что я не сказал, но мысли-то были, и вот стыд за те мысли был. Я столкнулся с человеком очень вдумчивым и очень внимательным. Просто ее заинтересовала не внешняя сторона, а внутренняя, ее внутренняя сторона. Я сказал, посмотрите, у вас то же самое. Она поделилась с нами. Вот такое ощущение возникает, когда мы читаем комментарии. Даже не сам текст Торы. Текст Торы непонятен, он правда непонятен, потому что он написан в очень сжатой форме. Там фактически формула, из которой можно вывести мысль, а не сама мысль. Но тебе даются условия, в которых у тебя должна она возникнуть. Ты прорабатываешь текст. А когда ты читаешь комментаторов, очень часто, особенно первый раз, кто начинает только читать, первый раз, а почему? А с чего он взял? А что могло быть поводом для такого вывода, а не для вот того, который сидит у меня в голове, потому что я первый раз это вижу, или второй раз просто задумался об этом. И когда занимаемся тем, что мы называем мидраш, мидраш – это и литература, и исследование текста глубокое, от слова лидрош, копать, спрашивать, исследовать. Так вот, когда ты занимаешься и вокруг почитал, и мнение других объясняющих уже этот комментарий, и тогда ты вау, говоришь себе, вау, вот как то открытие с этой художницей, такие же открытия каждый день случаются, если ты занимаешься литературой. Это открытие. Вот как можно думать, оказывается. Вот как. Целая философская концепция может быть на 2-3 словах Торы, и комментаторы именно в силу того, что они читали гораздо больше, чем мы, гораздо больше, чем мы, с утра до вечера и ночью, они читали и ломали голову, и сломали, и поняли, и потом нам принесли, а мы даже вот этот разжеванный, тоже Кицур Шульхан Арух, накрытый стол, мы даже не можем оценить, потому что нужно опять сесть и поработать. Поработать, да. Конечно, да. Именно так. Пока тебе непонятно, не выноси мнение, потому что это не вина текста, это не вина комментатора, это твоя вина. Да, необразованность, конечно. Да, конечно. так что вы совершенно правы, абсолютно. Просто уважительное отношение к тексту, уважительное. Изначально мы априори даем ему большую фору. И говорят, мы говорить должны, мы знаем, что это мудро. Я пока не понимаю, но придет время, придет возраст, придет что-то, я пойму и тогда. То есть мы не откладываем, мы говорим себе, что я буду об этом думать, пока не пойму. Очень красиво, очень хорошая идея, сокрытая Богу. Он-то знает все. Да, Всевышнему. И еще вот я хотел только, это даже не комментарий, не обсуждение, а вот эта эмоциональность, понимаете, вот подчеркнуть здесь это вот пасук 11. Ведь наставления эти, которые я заповедую тебе сегодня, не так уж непостижимы для тебя и недалеки от тебя. Не на небесах они, чтобы ты мог сказать, кто среди нас может подняться на небеса и взять их для нас, и сообщить их нам, чтобы мы могли выполнять их. И не за морем они, чтобы ты мог сказать, кто среди нас может отправиться за море и взять их для нас, и сообщить их нам, чтобы мы могли выполнять их. Нет, очень близко к тебе слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Это фантастически эмоциональный такой вот кусок. Я говорю, я всегда вот эти 3 главы, я наслаждаюсь вот со всех сторон, понимаете, это и интеллектуально, и эмоционально, просто это выдающиеся, конечно, главы. И вот, собственно, только по этой, значит, главе, по Ницавим, вот у меня было только вот по поводу этого сокрытого. Вот. По поводу заповедь, это недалека, она в устах твоих.
Дело в том, что психологически это оправдано. Причем Тора знает психологию человека. Она знает, что со временем, вот чем дальше от Синая, со временем понимание глубины и мощи той идеи, которая была дана на горе Синай и позже во время странствий и скитаний, очень часто для человека свойственно сказать, ну тогда были другие условия. Другая ситуация была. Да. Другие люди. Моше заслужил, отцы заслужили, это все было тогда, а я маленький, а я никчемный, а я не могу понять. Поэтому вот те глубокие знания, они там были, а здесь их нет. Это все равно, что она далеко от тебя, как в истории, чем дальше. И Тора говорит нам, никогда так не думай, никогда не унижай себя, потому что Тора дана. Здесь же написано, вы уже упоминали это, я заключаю завет не только с вами, то есть вот я сейчас напрямую с вами разговариваю, но и со всеми поколениями. Кого нет, да. Перевод и комментарий всегда будут одно и то же, говорить о том, что это имеется в виду поколение наше. Ну, так, как он говорил с предками, он говорит сейчас с нами. Правда, мы не слышим. Для этого тогда действительно были уникальные условия. Они стояли, они видели, они находились в среде, в которой звучали звуки, запахи слышали, видели все, что происходило. Мы не стоим, мы представляем себе это, но это не значит, что мы не можем понять. Это не значит. Не значит, Тора, учение, которое дал Всевышний на горе Синай, и в то время, во время скитаний, доступна каждому человеку. Если бы она была доступна только для них, для нас бы она уже практически не имела смысла, как только послушание, как попугайчики. Повторяли бы и делали. Нет, можно понимать, можно чувствовать, можно вернуть это чувство. Нам же заповедано с вами, пасхальное Агаденом заповедано, пусть каждый из вас чувствует, как он вышел из Египта. Психологический надлом, который знает, что человек будет оправдываться не деянием своим, не знанием своим, будет оправдываться, что, папа был, конечно, большой, а я вот такой маленький. Это такой психология часто. Поэтому, конечно, вот весь этот не посук, это целый параграф, он посвящен тому, чтобы перечисляет перечисляет причины, по которым человек может не хотеть или бояться оправдывать себя в своем нежелании разобраться, в своем нежелании понять. Нас ограничивают и говорят, не думай так. Все, я знаю, что ты делаешь. Да, это замечательно. Просто вот я говорю, это я всегда, читая эти главы, я вот просто восхищаюсь, понимаете, вот такое чувство непрерывного восхищения. И самое главное, что еще раз скажу, но это мы еще с вами по другим главам, когда пройдемся, там у меня много чего есть сказать, и это вот чувство, как бы сказать, что учтено, наверное, по тем временам все, так сказать, что можно было учесть. Понимаете? В следующий раз мы с вами попробуем притронуться к теме, которую вы заявили в самом начале. Это системность. Это не просто набор. Это система указаний, система поощрений, система наказаний, которая обеспечивает. Она условия, написано, чтобы вы с этим жили. Вот я вам даю указания. Хорошо. Спасибо, Ребе. Спасибо, Ребе, большое. Встречаемся в следующий раз. Да. До свидания.